Приветствую вас на канале Техревизор. Игровые мышки с ценником до 5000 рублей интересуют? Подготовил подборку из 5 лучших игровых мышек до 5000 рублей в 2024 году. А что, неплохой бюджет, когда не нужно колупаться в совсем дешевых моделях за 1000 рублей. Но в то же время не приходится переходить в здравый смысл с мышками за 10-15 тысяч. Я постарался отобрать качественные модели с разными сенсорами, типом подключения, формой, весом и эргономикой. Сейчас быстро расскажу о каждой. Если какая-то заинтересует, в описании под видео можете перейти по ссылке в карточку товара и почитать отзывы, узнать актуальный ценник, изучить ответы на вопросы и подчеркнуть еще больше информации для принятия решения. Ну а сейчас давайте пробежимся по каждому участнику. Перед этим только напоминаю, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. На пятом месте рейтинга Razer Cobra. Ей можно выписать грамоту с подписью «Самая легкая мышь в этом рейтинге». Весит всего 58 грамм. Это как киви, или теннисный мяч, или пара обычных лампочек. Ну, вы поняли. В руке ощущается легко, только лежит поудобнее. Подключается по проводу, поэтому никаких лишних батареек и утяжелителей тут нет. Форма у нее простая, без изысков, но все-таки меньше напоминает кусок мыла, чем какая-нибудь Razer Desider. По размерам Cobra подходит по большей части для людей с маленькой и средней ладонью. Так, чтобы пользоваться ею было удобно, легко дотягиваться до клавиш и держать любым типом хвата. Конечно, если мышью будет пользоваться суровый мужчина с лапой медведя, вселенная не схлопнется, но по ощущению будет, действительно не то. И мелкие движения совершать не так удобно, и резкие флики, и по боковым кнопкам даже можно не попасть. Но в плане техники тут все неплохо. По крайней мере, фирменный рейзеровский сенсор сбоев не дает. Не срывается, DPI настраивается максимум до 8500 точек на дюйм. Ведет себя стабильно и предсказуемо. В общем, подстав от нее не ждите. Кнопки тоже без вопросов. Их тут 6 вместе с колесиком. Нажимаются приятно, отклик четкий, мягкий и звонкий. На дабл-клики массово не жаловались. Про колесо только не могу уручаться. У Razer в целом с ним сложно идет. Но именно у этой модели я нашел меньше всего отзывов с жалобами на выход из строя. А то всякие Desider, Basilisk и так далее вообще хоть через одну паяй. Cobra же вышла год назад, видимо, над этим поработали. Поэтому вот так резко тоже заявлять не буду. Но лучше быть начеку. На четвертом месте топа SteelSeries Rival 3. Ее я уже могу посмелее посоветовать людям с ладонью крупнее средней. По размерам Rival 3 не то чтобы сильно больше, но по форме она все-таки универсальна и подходит под любой тип хвата. Ладонный, пальцевый или когтевой. При этом рукой поменьше удобнее взяться ладонным, рукой побольше пальцевым. А если вы держите когтевым или каким-нибудь комбинированным, в целом можно не переживать. Весит мышь чуть поболее, 77 грамм, но какой-то сильной трагедии в этом нет. Тем более, что в руке также ощущается легкой. Только если напрямую сравнивать с прошлой Коброй, то, конечно, чуть будет заметна небольшая разница. Собрана хорошо, пластик плотный, приятный, не сотрется за полгода. Когда трясешь или резко водишь по столу, кнопки не люфтят и не шумят. Их здесь тоже 6. Все настраиваются в приложении, забиваются под макросы и переназначаются команды. Там же и подсветка настраивается. Она тут, кстати, поинтереснее. Разноцветная, с разными режимами, а не просто зеленая. Это информация на случай, если вы ищете мышь-подростку. Им ведь важно, чтобы все светилось. К сенсору вопросов нет, о надежности и точности не переживайте. Тоже стоит хороший фирменный TrueMove Core среднего класса, как раз для таких игровых мышек. DPI настраивается вплоть до 8500 точек на дюйм. Работает четко, не срывается и не тупит. Только если играть на нормальном коврике, а не на подложной тетради или стеклянном столе. Но вот так в целом мышь также подключается по проводу, легко ездит, отвалами колесика или кнопок не страдает, светится, выглядит игровой. А что еще нужно? Разве что беспроводное подключение. Надоело уже с кабелем возиться и вечно поправлять? Тогда могу посоветовать Logitech Lightspeed G304. АК G102 на стероидах. Хотя внешне что 304, что 102 разве что в мелочах отличается. Но главное — беспроводное подключение. В
комплекте к G304 идет Wi-Fi приемник, который втыкается в ПК, и мышь становится беспроводной. Заряд держит долго, до 250 часов, как обещают на официальном сайте. В реале же чуть поменьше. Все зависит от условий использования. Но главное, что к качеству сигнала претензий нет. Это все-таки не Bluetooth с бешеной задержкой. Конечно, в сравнении с проводом на тестах цифры показывают небольшую разницу, но когда идет катка, вам что проводную G102 дай, что беспроводную G304. Вообще подвоха не заметите. Даже по эргономике они идентичны. Форма, конечно, не под каждую ладонь. Если вы держали хотя бы пару мышек тысяч так за 8-10, то почувствуйте, что G304 не самая продуманная. Но ее можно рекомендовать подросткам и студентам со средней ладонью. Хотя знаю людей, которые с большой лапой тоже пользуются, играют и проблем не ощущают. Поэтому в этом плане сложно придраться. А вот в плане надежности гарантий никаких. Как бы это ни звучало, но врать не стану. Даблкликающие кнопки чуть ли не синоним мышкам от Logitech. Этим страдало что G102, что G203, что G502. В общем, неприятный момент, который решается либо возвратом по гарантии с получением нового экземпляра, либо паяльником и 10 минутами свободного времени. Хотя по сборке в целом и качеству пластика вопросов нет. На второе место я поставил Ardor Gaming Fury. Простая недорогая проводная мышь для гейминга с самым низким ценником из всего рейтинга. По большей части она мне этим и понравилась, так как переплата за бренд тут гораздо меньше, чем у тех же Logitech или Razer. И баланс цены и качества у Ardor Fury соблюдается лучше. Тем более, что в совокупе мы все равно получаем девайс с хорошей начинкой и эргономикой. Все начинается с формы самого корпуса. Ardor по сравнению с прошлой G304 крупнее по габаритам, поэтому для совсем маленькой руки Fury подойдет меньше, а в среднюю и крупную ладонь она ложится удобно. Пальцы располагаются как надо, никакого напряжения в кисти не чувствуется при любом хвате. Хотя и весит не так уж мало – 95 грамм. Сама по себе мышка ощущается хорошо собранной. Неплохой пластик, достаточно плотный, не люфтит и не скрипит, колесико прокручивается плавно. Левая и правая кнопка жмутся тактильно приятно. Хотя мышь в белом цвете все-таки быстро выгорает, загрязняется и обретает желтый налет. Так что белую уж точно не советую. У Fury есть парочка интересных разноцветных вариантов. На них я оставил ссылки в описании. Посмотрите, может понравится. Сенсор тоже хорош. Pixart PWM 3327 с параметрами среднего уровня, разрешением 12400 dpi, который хватает для любительского гейминга. Да, не какая-то собственно ардовская разработка, как и сама мышь в целом, но его хватает для любого жанра игр. Сколько ни пытайся сорвать, не получится, да и задачи такой нет. Так что за эту цену Ardor Gaming Fury очень хороша, как проводная мышь по цене-качеству. Лидером рейтинга стала мышка Dareo A918X. На первое место я смело ставлю мышь, которая, возможно, прошла мимо большинства. Да, какой-то no-name бренд, вообще не на слуху, но не спешите откладывать этого грызуна в сторону. Все-таки не зря я сделал ее лидером. Тем более, что тут за сумму меньше 5000 рублей вы получаете то, что не стыдно поставить рядом с конкурентами подороже. Главный козырь Dareo A918X – универсальность подключения. Она может работать как классика по проводу, радовать свободой через радиоканал с комплектным приемником или подключаться по Bluetooth. И все это без шаманских танцев, подключение занимает минуту. При этом, как бы вы ни коннектились, никаких лагов и задержек. Связь держит стабильно, без прерывания и зависаний. Что касается автономности, она сравнима с Logitech G304. Около 260 часов работы на одном заряде. Только весит Dareo всего 88 грамм. Заряд держит столько же, а весит меньше. Звучит как успех. Сенсор тоже не подкачал. Внутри стоит Pixart 3335. Да, это не топовый Hero 25K, но с разрешением до 16000 dpi его стабильность и точность радуют. Он не срывает, не глючит и голову не делает. Форма у мышки универсальная, подойдет под любой хват. Будь у вас миниатюрная рука или массивная лапа, мышь ляжет как надо. Да, не хватило в этом рейтинге модели с большим количеством клавиш типа G502, но в бюджете до 5000 рублей просто не получилось найти что-то такое хорошего качества. Тут же, как и везде, 6 кнопок. Попробуйте переназначить их, либо повысить планку бюджета. А в целом, пластик хороший, к сборке тоже не придраться. В сумме с продуманной эргономикой и точным сенсором за свои деньги еще нужно постараться найти что-то подобное. Соответственно, почему Dareo A918X и заняла первое место.
На этом мой рейтинг подошел к концу. Стоимость всех моделей рейтинга можно посмотреть по ссылкам, оставленным в описании и закрепленном комментарии. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, а также не забывайте включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых рейтингах и обзорах техники. А с вами была команда канала Техревизор.